Этот выпуск будет посвящен СССР. Здесь будет подборка из 15 вопросов, которые помогут проверить вашу память и окунуть в воспоминания. Не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, так вы даете мотивацию для выпуска новых видео. Сколько стоил стаканчик газировки из автомата с газировкой? Для большинства родившихся в СССР вкус детства – это газировка с сиропом из автомата. Как только у детей появлялись лишние копейки, они бежали к автоматам с газированным напитком. Вода с натуральным яблочным, грушевым, малиновым и прочими сиропами стоила всего 3 копейки и была очень вкусной. Что выдавали советскому гражданину, принятому в члены КПСС? В Советском Союзе ввиду наличия однопартийной системы партийный билет КПСС являлся главным документом наряду с паспортом СССР. Статус этого документа в СССР трудно переоценить. За его небрежное хранение и утерю могли последовать жесткие санкции, вплоть до исключения из партии. Как называлась самая первая жвачка советских детей? Жевательную резинку в СССР поначалу не производили вовсе, и поэтому она была огромным дефицитом. А жевать резинку было очень модно, да к тому же и чрезвычайно вкусно. Но зато был гудрон. Его можно было жевать долго, на вкус он был не очень противный. Правда, пузырей из него не выдуешь и не пощелкаешь соловьем. Зато раздобыть гудрон было несложно, ведь он был на каждой стройке. Какой курорт во времена СССР считался самым популярным для молодежи? Море и степь – два бесконечных пространства. На грани их слияния Евпатория. Просторное и чистое, в зеленом уборе парков и скверов. Свежее дыхание моря, упругий ветер в яхтенных парусах и струящийся золотистый песок, ласковые лучи солнца на евпаторийских пляжах. Как в СССР называли тех, кто часто менял место работы, мечась с предприятия на предприятие? В Советском Союзе ценилось такое явление, как многолетняя работа на одном месте. Считалось, что человек должен прийти в цех малолеткой-17-леткой, а выйти на пенсию начальником или хотя бы наставником молодежи. Те, кто перебегали с места на место в поисках радости, именовались красиво, но презрительно летуны. Что означала фраза «шнурки в стакане» на молодежном сленге? На молодежном сленге фраза «шнурки в стакане» означала то, что родители находятся дома. Столовые приборы из этого сплава были очень популярны в СССР ввиду сходства с серебром. В советское время были очень распространены мельхиоровые столовые приборы. В состав сплава входили медь, никель, марганец, железо и цинк. С помощью чего легко можно было перемотать кассету с музыкой. Чтобы быстро и легко перемотать кассету на начало, многие советские люди использовали карандаш или ручку. Этот метод был в обиходе и после распада СССР. Три угла какого предмета обозначали единение трех поколений? Пионерский красный галстук, представляющий собой треугольный платок, символизировал связь третьих поколений – пионеров, комсомольцев и членов партии. Как называлась советская сеть магазинов товаров для детей, созданная еще в 1947 году?
Детский мир – советская и российская сеть магазинов товаров для детей, созданная в СССР в 1947 году. Первый магазин с названием «Детский мир» открылся 8 сентября 1947 года в Москве на улице Кирова, ныне Мясницкая, и был филиалом ЦУМа. Как называлась моментальная лотерея в СССР? Спринт – спортивная лотерея, которая проводилась в СССР с целью привлечения денег для развития массового спорта и физической культуры. Она позволяла строить спортивные сооружения или ремонтировать их. Все доходы, полученные от реализации лотерейных билетов, шли на эти цели. Денежно-вещевая лотерея «Спринт» имела бестиражный формат. Узнать о выигрыше можно было сразу же. Информация находилась на запечатанном многократно сложенном билете. Как называлась советская молодежная военно-патриотическая игра? Зорница, пионерская военно-спортивная игра в СССР, представляла собой имитацию боевых действий, похожую на военные учения. В ходе игры пионеры делились на команды и соревновались в различных военно-прикладных видах спорта с игровыми элементами. Игра являлась частью системы начальной военной подготовки школьников в СССР. Какой алкогольный напиток использовали для укладки волос до появления лака? Советские девушки, чтобы уложить волосы для торжественного случая, часто прибегали к такой схеме, обрабатывали их пивом, а готовую прическу фиксировали сладкой водой. Изначально планировалось, что автомобиль «Победа» будет называться. Изначально автомобиль «Победа» планировали назвать «Родина». Узнав об этом, Сталин иронически спросил: «Почем Родину продавать будете?» Название тут же изменили на «Победу». Какой советский продукт за границей считался деликатесом? Надо отдать должное качеству продукции. Каждую партию снежного лакомства оценивали по 100-бальной системе. Любое отклонение от вкуса, цвета или запаха считалось браком. Пора подвести итоги. А ответ на этот вопрос пишите в комментариях. Как назывались духи, которыми пользовались все модницы во времена СССР?